Сейчас тут по-другому. Тут как-то по-другому даже заход идет. Уже зашли. Мгм. Зашли, у меня лист. Зашли. А, да? Да. О, зашли, привет. Это у нас первый пробный шар. Всем привет. Меня зовут Оксана Майкова. Soy Оксана Майкова. А, да? Меня... Мгм. О, зашли, привет. Это у нас первый пробный... Ага, еще и звук включился еще один раз. Так, друзья, давайте я представлю вам свою творческую группу, фокус-группу, которая будет помогать нам всем изучать испанский язык с нуля, или, как я его еще назвала, испанский язык дома. Поэтому хочу представить вам таких же студентов, как и вы, которые также изучают, как и вы, испанский с нуля. Поэтому давайте представимся. Hola, chicas, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Анжелика. Oh, hola, hola, chicas. Me llamo Angelica. Estoy bien. Estoy bien. Nada más. Solo saludamos. Hoy solo decimos cómo estás, cómo estamos y estamos bien. Estoy bien como quiere. Людмила. Y me llamo. Vale, Hola, míralo, chicas. míralo. Espere un momento. Подождите немножечко. Me llamo Oksana. Yo vivo en España. Estoy bien. Hola, Людмила, ¿cómo estás? Hola, chicas. Me llamo Me llamo Людмила. Людмила. Yo vivo en Ucrania. En Ucrania. En Ucrania. Yo vivo. Yo Yo. vivo Muy en bien. Ucrania. Мгм. Светлана. Buenos días, me llamo Svetlana, yo vivo en España. Muy bien. Estoy muy bien. Estás muy bien. Muy Estás bien. bien. Мгм. Violeta. Hola, me llamo Violeta. Estoy bien. Estás bien. ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? Давай так. ¿De dónde es? De Funchal. De Rusia. ¿De dónde es? Es. No eres. ¿De dónde es? ¿Mm? Vale. Marina. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Soy Marina. Vivo, soy de Ucrania, vivo en Израиль. Muy bien, Марина, muy bien. Так, для всех, кто нас сегодня, кто открыл первый раз наш урок, первый урок, все, кто смотрит нас на других платформах, это наш курс, наш общий курс «Испанский дома», «Испанский с нуля», кому как удобно. Смотрите, основная площадка, видеоплощадка – это YouTube. Еще раз повторю, что это наша фокус-группа, такие же студенты, как вы, у них чуть-чуть больше уроков, но мы начнем, мы вернулись назад, и для того, чтобы вам было удобно изучать испанский вместе с нами, чтобы вы видели, что не только у вас что-то не получается, но все обыкновенные люди, простые, у всех может что-то не получаться. Сейчас я вам покажу еще одну нашу площадку, где вы сможете видеть теоретический материал. И вот эти наши видео в прямом эфире мы будем разбирать грамматику, чтобы вы могли спокойно ее себе еще раз повторять. Это Инстаграм-канал, где я буду выкладывать вот такими крупными мазками, да, вот основные моменты для того, чтобы вам было проще общаться. Для чего мы создали наш курс? Прежде всего для общения. То есть не ждите здесь больших простыней с объяснением грамматики. Вот как в первом классе, то есть как будто мы маленькие дети. То есть вообще основа методики – как можно быстрее начать общаться, начать говорить. Поэтому сегодня у вас сегодня 6 постов, вы их видите, мы их проговариваем. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. И tú, да, то есть
Что это значит, Виолетта? Здравствуйте. Привет. Дела хорошо, а у вас? Как дела? Все хорошо и у тебя. И ту. Да? Я сказала про 6 постов, потому что в каждой фразе, смотрите, у нас в каждой фразе есть какие-то интересные вещи. Вот, например, вот что-то вас здесь смущает. Есть отличие от русского языка? Вопросики. Вопросики. Перевернутые. Да, перевернутые вопросики. Вот вам и грамматика, которую я не буду прописывать под постами длинными текстами. Мы это будем разбирать вот на курсе. В испанском языке вопрос и восклицание, вот смотрите, «hola», здесь есть ошибка. Здесь не хватает одного восклицательного знака в начале. То есть, когда мы ставим вопросительный знак или восклицательный в начале и в конце предложения, в начале он как бы перевернутый, но закрывает он нормально, как у нас. То есть это отличие грамматики. Не буду на нем останавливаться, потому что это не так важно. Но так как у нас две площадки, грамматическая и вот такая визуальная, поэтому у нас есть возможность разобрать это все вот таким образом, чтобы не осталось вопросов. Еще что-то у вас, какие-то вопросы вот по этим двум фразам есть у кого-то? Нет, все понятно. Так, Света, Виолетта. А если без ударения написать, то Умница, моя девочка, молодец. Ударение ставится в том случае, когда мы хотим подчеркнуть, допустим, есть правило, да, ударения, куда ставится ударение да, на предпоследний слог, на второй слог с конца. Но есть вопросы, есть местоимения, а есть глаголы. Иногда они пишутся одинаково. И чтобы понять различия, ставятся вот эти вот тильды, они называются. Como, то есть нормально, если бы мы смотрели, потому что можно спросить «Como estás?», а можно сказать «Como tú?». Вот как ты, да? То есть «Como estás?», как ты? А можно сказать «как ты?», без вопроса. Вот «Como tú будет писаться без тильды, без вот этого вот ударения. Ну, это вот, например, да, поэтому, когда мы видим ударение, мы понимаем, что к чему, какая структура предложения, помимо еще и дополнительных вопросов. Интересно. Так. Интересно. Ну, то есть вот такие вот вещи я хочу с вами разбирать в прямом эфире. То есть прямые эфиры у нас будут минут по 15. То есть все, что успеем задать, задаем. Все, что не успели, пишем в комментариях к постам. Дальше. Личные местоимения. По сути, это первое грамматическое такая у нас грамматическое задание. Смотрите, как я это оформляю. Справа налево, да, то есть личные местоимения, pronombres personales они называются, и дальше идут в два поста, то есть я их не в один втиснула, да, чтобы мелко-мелко, а чтобы прям вот крупно было. Для того, чтобы мы могли сейчас их произнести. Что такое личные местоимения? Кто знает? По-русски. Мое. Нет, это не ли, это притяжательные. Я. Я, Ты. ты, он, она. Он. Она. Ну, что это такое? Вместо имени. Вместо имени, я тоже так всегда говорю, это то, что употребляется вместо имени. Давайте почитаем, Виолетта, давай, первый пост. Давай, местоимение единственного числа. Yo, tú, ella, usted. Usted. Молодец. Давай, Светлана, местоимение множественного числа. Nosotros, nosotras. Vosotros, vosotras. Ellos, ellas, ustedes. Анжелика, скажи мне, пожалуйста, почему у нас идет два окончания? Потому что мужской и женский род. Мужской и женский род. То есть, если мы девочки, как мы скажем? Я. Но, мы. Nosotras, chicos, chicas. Мы, nosotras. Nosotras. Да, мы девочки. А мы мальчики, Виолетта? Nosotros. Nosotros. Вы девочки, Светлана. Vosotras. Угу. Вы мальчики, Марина. Vosotros. 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 Вот это да, вот тот vosotros. Вот, а почему, вот смотрите, а почему Марина сделала vosotros? Почему, как вы думаете? Вот есть какие-то у кого-то Мне предположения? так удобно было сказать. Нет,
Абсолютно нет. Знаете почему? Она слишком умна, потому что в русском языке есть еще оно. То есть есть он, она и оно. Марина не увидела здесь оно. Она думает, ну-ка дай-ка я сюда оно добавлю. И будет не vosotros, vosotras, а будет vosotres. Но такого нет. В испанском языке, к счастью, меньше учить. Но вот это от ума. Людмила, к тебе вопрос. Usted, ustedes, что это значит? Usted, вы. Мгм. Ustedes, как бы не они, но тоже вы, как бы тоже вы, но множественное Ну, число. вас много, да? Ну, как уважительная форма, если один человек и если несколько человек. Ustedes несколько, Мгм. один usted. Окей. Несколько ustedes. Молодец. Так, скажи, пожалуйста, Анжелика, кому мы употребляем местоимение usted, ustedes? Устед мы употребляем уважительно к взрослым, к старшим, к пожилым людям или к незнакомым. А устедес мы употребляем как множественное число, обозначающее несколько персон. Например, кто это могут быть? Светлана. Думайте, Света, кто это могут быть такие вот персоны? Например, чтобы пример нам был понятен. К врачам, обращение к врачам, например. Смотри, хорошо, ладно. Но давайте повыше планку, потому что в Испании к врачам можно обращаться на «ты». То есть это, ну, правильно, мысль правильно. По-русски ты мыслишь правильно. А теперь давайте свою мысль на испанский немножечко еще направим. Повыше кто у нас может быть? Королевские персоны. Ты моя девочка, да, в Испании есть королевские персоны, поэтому они будут ustedes. То есть usted и ustedes – это форма в написании, в окончаниях, потом мы это будем подробнее проходить, идет как форма третьего лица. Но на самом деле, если идет вопрос ¿cómo está usted?, ¿cómo está?, не ¿cómo estás?, как в первом, но это мы тоже будем глагол еще проходить. Видите, как много всего хочется вам рассказать. Ладно, мы сейчас usted оставим, давайте просто запомним и выучим. То есть yo, tú, él, ella, usted, мы, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Какой хочется следующий слайд увидеть? С чем употребляются они? С чем употребляются? С маслом, из хлеба. Нет, по грамматике. Что бы из грамматики вы бы хотели разобрать? Вот тильды мы разобрали, ту, эль. Что бы вам хотелось увидеть визуально в следующем? Вот мне прям уже Глаголы хочется. местоимений. Виолеттушка, еще раз. Глаголы местоимений. Ты моя девочка, конечно, ты умная, глаголы местоимения, понятно, да, это будет обязательно. Вот исходя из данного, смотрите, ella, ellas, ellos, да, то есть это особенность употребления двух «эль». Мы с вами это уже прошли, да, paella и lluvia. Следующий пост я бы хотела сделать с объяснением именно вот этих вот двойных, да, букв, чтобы были у нас еще и буквы. И почему мы пишем «ола» и не употребляем «ачи». Как вы считаете? Сделаем такой пост? Да, как правильно читать и какие исключения. Да, то есть вот в этом суть Инстаграма, да, здесь будут грамматические вещи. И что еще хочу сказать, то есть я запустила, если вы зайдете в Инстаграм, видите, здесь есть бонус. Это для тех, кто нас смотрит и кто бесплатно с нами занимается. Смотрите, если вы ответите на 15, комментариями ответите на 15 моих вопросов, под каждым постом я оставляю вопрос. Например, смотрите, привет, как дела? Hola, ¿cómo estás? Привет, как дела? Теперь спроси у меня, но в письменной форме в комментарии. И Светлана пишет,
¿Cómo estás, Оксана? То есть это ее первый комментарий, первое выполненное задание. Вот таких заданий нужно выполнить 15. То есть под каждым постом есть вопрос, на который вы должны ответить. Что это вам даст? Во-первых, вы начнете писать. Я считаю, то есть, ну, как бы в чем, опять же, смысл нашего с вами такого эксперимента? Всю жизнь можно учить грамматику, всю жизнь можно учить алфавиты. Если вы откроете программы для начинающих любого педагога, вы увидите, на первом курсе мы выучим этот самый счет, букварь, словарь, ну, понимаете, да, о чем я говорю. Но, пройдя курс, мы вообще не можем говорить никак, потому что мы не знаем как. Видите, кому и Стас, видите, где ошибка здесь? В письменном у Светланы. Давай-ка, Марина, посмотри. Нету комы. Нету комы. Так, Виолетта, что еще? Посмотри, что еще есть здесь. Что бы ты еще добавила к вопросу? Вопросик. Впереди. Вопросик. Да, вопросик. То есть, смотрите, это не, вот все, ребят, это не суть, это не самое главное в жизни, но мы с вами в прямом эфире можем говорить, да, это сегодня я много говорю, я не буду столько говорить, вы знаете. То есть мы можем говорить. Если вы, допустим, берете у меня индивидуальные занятия, я знаю, что меня смотрят люди, которые занимаются у меня, ну, хотят заниматься у меня индивидуально, мы сейчас к этому готовимся. В индивидуальных занятиях вы со мной будете говорить на испанском. В Инстаграме у вас есть возможность начинать писать, потому что сегодняшний мир таков, что мы очень много пишем. Правда, Виолетта? Мы очень много работаем в мессенджерах, общаемся в социальных сетях. В социальных сетях можно найти себе друзей, можно найти себе вторых половинок и так далее, завязать какие-то полезные знакомства. И вот для этого я хочу, чтобы вы писали здесь, писали на испанском языке. То есть я не хочу, чтобы вы мне по-русски писали, не надо. Пишите мне на испанском, я вам делаю вопросы, вы мне пишете ответы. Я в порядке, как ты? Пиши в комментариях, тренируйся, писать, повторять фразы. То есть и что у нас получается? Мы пишем, мы с вами общаемся, и мы с вами быстро начинаем коммуницировать, правильно? Если вы выполнили 15 заданий, сделали 15 упражнений, то есть для вас бонус, опять же, и для вас, девочки, моя фокус-группа, в том числе, вы ни в коем случае не лишаетесь призов и подарков, то есть этого вы и так для меня работаете, помогаете мне. То есть для вас есть бонус. Бонус – это 15-минутный со мной разговор. То есть как раз, когда вы выполните 15, я планирую сделать их таким образом, чтобы вы уже могли со мной поговорить. То есть одно дело в группе мы общаемся, другое дело индивидуально. Да, то есть, опять же, если вы мне дадите согласие, мы с вами пообщаемся в прямом эфире и, возможно, в Инстаграме, чтобы был результат, да, чтобы было видно, что да, какой у нас прогресс и сколько вы из того, что прошли, сможете сказать. Ну, а написать, естественно, вы уже написали, следовательно, писать вы уже умеете. Я приветствую очень развернутые комментарии, то есть не нужно переводить, как у нас любят умные очень люди, в хорошем смысле этого слова, да, в Google и писать не сочинения. То есть я вас очень прошу использовать только тот материал, который вы видите у меня на Инстаграм-страничке. Вот. Тут хорошо понятно? Да. Вот, поможете мне фокус-группам? Конечно. Все, кто не фокус-группа, присоединяйтесь, потому что вы тоже можете стать фокус-группой. Все, на этом мы сегодня. Накатала туда. Интересно писать. Я тут параллельно туда подписала пару. Ты моя... она уже пишет, понимаешь, Маринка? Вот она не... Марина уже не ждет. Да, пишем. Хорошо. Виолетта, это тебя тоже касается. То есть я бы тоже хотела тебя там видеть. Все, те, кто нас смотрит в видеоформате, сегодня первый урок мы заканчиваем, да, мы все разобрали, теперь ваше дело тренироваться, а мы с фокус-группой уходим на работу, потому что что мы делаем после эфира? У нас есть по прошедшему материалу упражнения, которые мы сейчас будем отрабатывать, но уже не в прямом эфире, а уже в закрытой группе. Поэтому наше обучение, оно строится таким образом. Есть вот бесплатные материалы, пожалуйста, у всех разные ситуации. Есть у нас платные группы, то есть группами мы занимаемся. Есть группа открытая, как фокус-группа. Добро пожаловать, да, девчонки? Побольше. Ну, сделаем 2.
не проблема. Есть закрытые группы, которые не работают в прямом эфире, и, конечно, личное, как это называется, индивидуальные занятия, да, индивидуальные уроки. Все, спасибо вам, мои хорошие. Мы выходим из прямого эфира и идем в класс заниматься. А всем хорошего дня. Как сказать? Buen día. Buenos días. Buen día, хорошего дня. Buen día. Buenas. Привет, да? Ну, как там? Добрый день, да? Привет. Добрый день тебе. Buenos días. Buenos. Видите, ас мы вставили. Когда buen día, какой день? Хороший день. Ну, хороший день.